Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. Как вы помните, в прошлом видео мы делали обзор разработки модернизации для летающего медведя от израильской команды 3D Well. Вот такая вот голова. Именно в этой модели используется Hot End Dragon. Но при желании вы можете, например, заказать всем известный Crazy Hot End. По габаритам и размерам они практически идентичны. Роль подающего механизма здесь выполняет всем известный Orbiter. Это тоже проверенный механизм, работает отлично, без нареканий, с хорошим передаточным отношением. К тому же она очень удобная в работе, быстросъемная, то есть легко можно сделать демонтаж ее и снова установить назад. Из всех преимуществ этой головы я бы выделил все-таки легкий вес. И сегодня наша задача подобрать оптимальные параметры печати для того, чтобы раскрыть весь потенциал этой головы. Для этих целей я даже прикупил несколько бобин и образцов разных филаментов от компании Plexivile. На них мы будем сегодня тестировать и проверять, на что способна эта разработка. Но прежде чем мы начнем тестовую печать, давайте разберемся с теорией. Что такое время печати, что такое скорость печати, потому что некоторые ребята путают и считают, что это одно и то же. На самом-то деле это не так. Дело в том, что скорость печати это отдельный параметр. А время печати, оно состоит как раз из скорости печати, ускорений и джерков. Изменяя тот или иной параметр, мы можем получить совершенно разные результаты на выходе, именно по сокращению времени печати. Так что, друзья, усаживайтесь поудобнее, будет интересно. Поехали. Перед вами, уважаемые зрители, таблица в Excel, которая была сделана специально для вас, для наглядности, чтобы показать взаимосвязь между джерками, ускорениями и скоростями, и как они влияют на окончательное время печати. Давайте протестируем два варианта. В обоих случаях поставим джерки 10 мм в секунду. При этом ускорение в первом варианте поставим 1500, во втором 3000. Ну и скорость стандартную 60 мм в секунду. На соседнем графике мы видим, как происходит процесс самой печати. То есть наша голова стартует с 10 мм в секунду, то есть джерка. После этого происходит набор скорости. Это ускорение 1500 мм в секунду в квадрате. И мы видим, что рабочая номинальная скорость 60 мм в секунду у нас наберется, только пройдя путь в 1 мм. Если же использовать ускорение 3000 мм в секунду в квадрате, то этот путь сокращен почти вдвое. 0,58 мм нужно пройти, чтобы набрать скорость 60 мм в секунду. То есть с помощью данных просчетов можно оптимально подобрать параметры для своего принтера. При этом не стоит забывать, что помимо разгона есть еще процесс торможения, который тоже занимает определенное время. Допустим, мы печатаем вот такой вот калибровочный кубик 20 на 20. То есть наша голова начинает движение с угла модели. Происходит процесс ускорения до заданной номинальной величины 60 мм в секунду. Какое-то определенное время и расстояние она проходит с этой скоростью, после чего происходит процесс замедления. Ведь голова доезжает до следующего угла. Здесь уже меняется направление, и ей немножко нужно замедлиться для того, чтобы отработать этот угол. Вот эти две графы нам показывают как раз время разгона и торможения. Время разгона у нас составит 0,03. При этом нам нужно будет пройти 1,17 мм для того, чтобы набрать номинальную скорость 60. Во втором же случае время уменьшено почти вдвое, как и расстояние. 1,17 это расстояние ускорения, и 1,17 это расстояние, грубо говоря, торможения. Если их суммировать, мы получим 2,2 мм. Весь остальной путь из 20 мм, это 17,8 мм, будет пройдено именно со скоростью 60 мм в секунду. В принципе, с такими параметрами можно работать и с калибровочным кубом. То есть никаких дефектов у нас, эхо и так далее не будет. Давайте для сравнения поставим параметры, как на Ender 3. Вместо 1500 ускорение 500. И вот уже здесь ситуация немножко другая. Для того, чтобы достичь скорость 60 мм в секунду, нам понадобится пройти путь в 3,5 мм. С одной стороны и с другой стороны. То есть 7 мм. 20 минус 7 это 13 мм мы пройдем именно со скоростью 60. Но что будет, если поставить скорость, допустим, 100? Время разгона и торможения у нас уже значительно увеличились. При этом расстояние разгона уже составило почти 10 мм. То есть 10 мм на разгон, 10 на торможение. А наша модель всего лишь 20 мм в ширину, то есть наша голова не пройдет и миллиметра с заданной скоростью 100 мм в секунду. Во втором же случае, когда ускорение у нас 3000, естественно, мы пройдем достаточно большой путь с нашей заданной скоростью. Вывод какой? В первом случае время печати будет значительно больше, чем во втором. Ведь во втором мы достигнем заданной величины номинальной скорости 100 мм в секунду, а в первом нет. Некоторые из вас спросят, а почему я не меняю параметры джерка? Давайте это сделаем, вы посмотрите сами на примере.
Вместо 10 поставим 20. Обратите внимание, что как время, так и расстояние изменилось несущественно. То же самое касается и второго варианта. 1.6, 1.65, но при этом увеличивая джерки, мы даем достаточно большую нагрузку на кинематику. Так что играться с джерками просто нет смысла. И я их ставлю зачастую порядка 10-15 мм в секунду. А вот изменение ускорения очень хорошо сокращает время печати. В сегодняшних тестах мы будем тестировать девайс от 3D Well на разных скоростях, вплоть до 200 мм в секунду. И конечно, при таких параметрах нам нужно правильно подобрать ускорение. Данную таблицу я добавлю в наш телеграм-чат, и каждый из вас может посмотреть и подобрать себе необходимые параметры. Также вы можете сделать это в том же слайсере Cura. Например, забрасываем в слайсер необходимые модели. В данном случае перед вами модели, которые мы будем сегодня тестировать. Я их не сам выбирал, выбирали зрители моего канала и писали в нашем телеграм-чате. Просили протестировать именно их. Они достаточно сложные, о них мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас давайте перейдем к настройкам. Скорость поставим 200, установим галочку «Разрешить ускорение» и поставим здесь 500. Рывок печати, то есть джерк, оставим 10 мм. Для печати наших моделей нам понадобится 3 часа 42 минуты. Теперь давайте сбросим ускорение. Для печати этих моделей с такими вот ускорениями, то есть мы изменили только один параметр, нам понадобится всего лишь 1 час 51 минута. То есть больше, чем в половину. При том, что скорость печати у нас одна и та же. И это как раз связано с тем, что в большинстве этих моделей эта скорость просто не набирается. Поэтому, когда я тестирую принтер на скорость, я всегда использую эту таблицу, чтобы перепроверить и понимать, что наш принтер набирает заданную скорость. Подставляю именно те параметры, которые максимально подходят для заданных задач. А теперь возвращаемся к нашим моделям. Первую деталь, которую я хотел бы напечатать, это тест ретрактов. Хочу сразу отметить, что данную модель мы будем печатать пластиком Patch. Он отличается от других филаментов как раз именно высокой вязкостью. И если отрабатывание откатов пройдет успешно, то это будет отличным показателем. Высоту слоя мы поставим 0,2 мм, охлаждение 0,8 мм, выравнивание шва поставим острейший угол и спрятать шов. Заполнение 100%, сопло 235, стол 70. Параметр Linear Advance я поставил 0,05, так как предварительно его откалибровал. Методику калибровки, параметры калибровки вы можете посмотреть на моем YouTube канале в отдельном видео. Скопировал G-код и распечатал тестовые полосы. И как мы видим, вторая полоса с градацией как раз 0,05 у нас получилась самой оптимальной. Поэтому и коэффициент К-фактор я и поставил 0,05. Скорость печати ставим 60 по умолчанию. Откат поставим 2 мм, скорость 30 мм в секунду. Охлаждение поставим 100%. Поддержки нам не нужны. Вместо каймы я поставил юбку. Итак, уважаемые зрители, мы практически завершили печать первой детали, это тесты ретрактов. Еще раз напомню, что это пластик Patch, один из самых вязких филаментов, очень сложных в работе, именно с ретрактами. Но мы видим, что башни напечатались отлично, геометрия не подвела. Правда, есть небольшие волоски на самих башнях, но самое главное, что между башнями волосков нет. И в принципе можно сказать, что наша голова и принтер справились со своей задачей на все 100%. А это, друзья, еще один тест ретрактов по просьбе администратора нашего телеграм-чата Евгения. Разместил две калибровочные башни на удаленном расстоянии 10 см друг от друга. При этом мы видим, что никаких волосков, загибаний, никаких проблем нет с геометрией. Все получилось так, как надо. При этом скорость печати здесь значительно больше, чем в предыдущем тесте, и составила 100 мм в секунду. А это, друзья, один из самых важных тестов нашей головы, тест обдува, печать нависающих. Детали расположены в разных направлениях, под углом вплоть до 90 градусов. Видим, что в принципе печать получается, голова справляется, но есть некоторые у меня замечания. Первым делом я решил проверить температуру термобарьера. Она в норме 48 градусов, при том, что внутри моей камеры температура составила 33 градуса внешней среды. Несмотря на то, что открыта верхняя крышка и передняя дверь. И это логично, на улице жара.
Но мы видим, что деталь в принципе отпечаталась, цифры все видны. Основные проблемы у нас начались с угла где-то в районе 70-75 градусов. Дальше уже видим, нависающие начинают немножко деформироваться. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы ребята из 3D Well поработали над этим вопросом. Если сравнить, например, с моей головой, то у меня стоит вентилятор 40×20, то есть турбинка. По сравнению с 30×10, которая у 3D Well, то, конечно, моя более мощная. Но сюда ее никак не вставишь, потому что придется тогда урезать область печати. Чтобы не переделать конструкцию, выход только один: заменить более слабые вентиляторы на более мощные, то есть ультра-хай. И тогда вопрос с обдувом будет полностью закрыт. Да, я понимаю, что это добавит шумности, но в целом шум будет не больше, чем на моей голове. Но при этом обдув будет значительно эффективнее, а для нас это самое важное. А это, друзья, уже печать кораблика Бенча в масштабе 80% от реальной величины. Чем меньше масштаб, тем сложнее печатать такую модель. Видите, стенки тоньше и геометрия меньше, и, соответственно, нужно каждый узел отрабатывать по полной. Но, несмотря на это, наша голова справилась без труда, при том, что скорость я поставил здесь 100 мм в секунду, ускорение 1500, джерки 10. Linear Advance составил 5 соток. Геометрия не поплыла, все отверстия на месте, все надписи пропечатались. В целом деталь получилась так, как надо. Если же ввести параметры печати в слайсер Cura, скорость, ускорение, то мы получим 33 минуты печати. 33, а по факту 34. То есть разница небольшая. То есть мы получили практически точный расчет времени печати. Давайте сравним время печати на том же Creality Ender 3. Ставим вместо 100 60. Это стандартная скорость, на которой печатается без потери качества. Ускорение зачастую ставится 500, ну а джерки 8-10. Ну давайте оставим 10. Нажимаем нарезать. И вместо 33 минут мы получаем 51 минуту. Чуть ли не в 2 раза больше. При этом при печати на летающем медведе мы в качестве не потеряли. То есть напечатали практически точно так же, как на вот таких вот более пониженных параметрах на том же Creality Ender 3. Давайте вернемся к нашей магической таблице и сравним два варианта. Creality Ender 3 и наш летающий медведь. Время разгона и торможения в обоих случаях практически одинаково. При вот таких вот параметрах мы напечатаем на Creality точно так же, как на летающем медведе, с таким же качеством. Но при этом напечатаем чуть ли не в 2 раза дольше. И в нашем случае облегченная 3D-веловская голова на 200 грамм позволяет нам печатать на таких вот параметрах. Теперь давайте сделаем скоростную печать того же кораблика Bench. Вместо 100 мм в секунду поставим 150. И вот здесь как раз ситуация с разгоном меняется в 2 раза. Для нас это неприемлемо, потому что длина самого корабля там порядка 25 мм. Время на разгон 7,47 и время на торможение, и в итоге нам совершенно ничего не останется, чтобы пройти определенный путь с нужной скоростью 150. Поэтому что нам нужно сделать правильно? Вместо 1500 поставить 3000 ускорения. И вот теперь все вернулось на свои места. 3,73 на разгон, 3,73 на торможение. И весь остальной путь будет проходить именно со скоростью 150. Как видите, друзья, данная таблица позволяет правильно подобрать параметры для вашей печати. Ну что ж, теперь давайте проверим на практике, что у нас в итоге получится. Итак, уважаемые зрители, запустили мы тестовую скоростную печать на скорости 150 мм в секунду, джерки 10, ускорение 3000. Время печати заняло всего лишь 25 минут. В предыдущем тесте мы распечатали со скоростью 100 мм в секунду за 34 минуты, то есть сэкономили сейчас мы 26%. И это, в принципе, хороший результат. Теперь посмотрим по качеству. Корма у нас в норме, надписи пропечатались неплохо, все отверстия ровненькие, все как полагается. Есть небольшие дефекты
нарубки, но они связаны именно с серией откатов. В целом могу сказать, что кораблик Benchy получился очень даже достойно для таких вот сумасшедших параметров печати. Это, друзья, печать калибровочного кубика, который предоставил нам самый главный критик нашего чата Дмитрий. Мы его распечатали, видите, за 28 минут, печатался на стандартных скоростях 60 мм в секунду, 1500 ускорения, джерки 10. И видите, геометрия в норме, все получилось супер. А это уже скоростная печать того же куба, но на скорости 120 мм в секунду. И вот закончилась очередная скоростная печать калибровочного куба. Печатали мы его со скоростью 120, ускорение 1500, джерки 10. На это нам понадобилось 20 минут, что на 29% быстрее, чем в предыдущем тесте. При этом геометрия полностью в норме, окружности пропечатались отлично, нависающие, все буквы тоже четкие, все хорошо. Но на этом я не буду останавливаться и давайте увеличим скорость до 180 мм в секунду. При этом, естественно, нам ускорение нужно поднять до 3000. Чтобы голова успевала набирать необходимую скорость. Несмотря на сложную геометрию этого калибровочного куба, наш принтер все равно справляется с этой задачей, хотя его посмотрите как дергает, просто ужасные вибрации, инерция делает свое дело. Кубик распечатался, на это ушло у нас 15 минут. Если сравнить с первым тестом, где мы печатали на скорости 60 мм в секунду, то это почти 55% экономии времени. При этом, еще раз напомню, скорость у нас 180, ускорение 3000 и джерки 10. И посмотрите на геометрию куба. В принципе, геометрия внешних стенок получилась даже практически без эха. Да, есть небольшие пропуски, они связаны как раз именно в области шва и там, где происходили нависания, то есть серия откатов. Но с откатами нужно еще поработать и подстроить их именно под такую вот скоростную печать. Но в целом кубик получился, и на мое удивление даже в принципе неплохо. Но мы должны понимать, что прошивка Marlin не предназначена для такой печати. С этим лучше справится, конечно, прошивка Clipper. И к этому мы вернемся буквально через 2 недели. Установим на Медведя Clipper и потестируем на супер высоких скоростях. А теперь давайте протестируем обдув нашей головы при печати легкими пластиками, такими как ПЛА. Распечатал калибровочный куб на скорости 100 мм в секунду. Поверхность куба получилась просто отлично, вся геометрия в норме, окружности, нависающие, буквы пропечатаны так как надо и верхняя крышка тоже в норме. Далее был запущен кораблик Benchy с теми же параметрами и ускорениями. И при этом все отпечаталось отлично. И на мое удивление обдув справился тоже очень хорошо. И кстати, сегодня со мной списался производитель 3D-Well. Они заменили полностью все вентиляторы на ультраскоростные шарикоподшипниковые, то есть более дорогие турбинки, которые позволят печатать любыми пластиками ПЛА, даже если они будут слишком легкоплавкие. А теперь переходим к тестам высокотемпературными филаментами. И начнем, например, с нейлона. Он достаточно сложный в печати, ведь обладает высокой вязкостью, даже больше, чем наш PG. Температуру поставил 240 на 105, скорость 80 мм в секунду. Несмотря на его вязкость, посмотрите, как отработала геометрия, то есть нависающий, все получилось так как надо, при этом обдув я даже не включал. Далее я запустил в печать шестеренку, ведь для этих целей по сути предназначен этот замечательный пластик. Но правда его нужно печатать в закрытой термокамере. Иначе может возникнуть расслоение слоев. Могу сказать, что шестеренка получилась на ура, очень прочная, жесткая, надежная, просто супер. Теперь давайте приступим к печати ABS пластиками. Температурные параметры я оставил как у нейлона, правда скорость поднял до 100 мм в секунду. Хотя желательно ставить где-то порядка 80, чтобы слои успевали остывать. Иначе на модели могут проявиться температурные дефекты. Но в целом геометрия получилась куба неплохая, нависающие отработали по полной, все отверстия, окружности, все буквы пропечатались так как надо. В принципе неплохая печать. Теперь
теперь давайте распечатаем всеми привычный кораблик Benchy в масштабе 80% от реальной величины. Чем меньше масштаб, тем сложнее его печатать. Тоже пластик АБС синего цвета, 240 на 105 градусов, скорость 100 мм в секунду. И посмотрите, в принципе получился очень даже неплохо. Геометрия в норме, корма в норме, рубка тоже получилась неплохо, отверстия все на месте. Правда, обдув пришлось поставить 20%, чтобы не было никаких проблем с оплавлениями. А теперь, друзья, один из самых сложных и самых важных тестов — это печать гибкими эластанами или флексами. Ну, в данном случае у нас пластик от компании Plexivile Flex. Это один из самых гибких пластиков в Украине. И хочу отметить, что не каждый экструдер способен работать с таким филаментом. Этот кубик был распечатан на скорости 60 мм в секунду, ускорение 1500 и джерки 10. Несмотря на такие параметры, геометрия получилась в норме, все просто супер. Тем более я хочу отметить, что в этом кубе присутствуют и нависающие, и тонкие детали, и окружности, и отверстия. И все это пропечаталось без каких-либо косяков, без каких-либо дефектов. Честно говоря, очень понравилось качество печати таким гибким пластиком. Но на этом мы тоже не будем останавливаться, и по просьбе некоторых зрителей проведем просто crazy тест на скорость печати таким вот филаментом. Поставим скорость 120 мм в секунду, ускорение 1500 и джерки 10. И вот, пожалуйста, уважаемые зрители, все-таки печатать на таких скоростях гибкими пластиками возможно, и это подтверждает этот тест. Время печати у нас составило всего лишь 22 минуты против 29 минут в предыдущем тесте, где мы печатали со скоростью 60 мм в секунду. То есть мы сэкономили почти 25% времени, и это реально круто. Скорость 120, конечно, достигалась не на всем участке нашего куба, а всего лишь на 10 мм, но все равно она достигалась и особо не повлияла на качество печати. Так что голова от компании 3D Well меня еще раз порадовала вот таким вот хорошим результатом. Конечно, мы сейчас еще раз печатаем кораблик Benchy, ведь он более показательный, там большее количество откатов, ретрактов и, соответственно, более сложная геометрия, чем этот калибровочный куб. Печать кораблика Benchy оказалась для меня настоящим сюрпризом, потому что я, как и многие, считал, что невозможно печатать на скорости свыше 100 мм в секунду ТПУ, особенно очень гибкими эластанами или флексами. Но мы видим, что кораблик получился просто превосходно. Еще раз напомню, скорость печати здесь была 100 мм в секунду, ускорение 1500, джерки 10. И это реально просто бомба. На самом-то деле я даже не ожидал такого результата. Посмотрите на корму, посмотрите на рубку, посмотрите на отверстие, на геометрию в целом. Здесь практически не видно эхо. Все просто отлично. И, честно говоря, такое ощущение, что он даже лучше распечатался, чем печать более твердыми филаментами. Это действительно, друзья, просто круто. И на этом тестирование гибким пластиком можно считать завершенным. Ну что ж, уважаемые зрители, давайте подведем краткий итог. Мы протестировали голову от компании 3D Well. Она показала себя очень даже хорошо в работе с разными филаментами, начиная от легкоплавких, таких как ПЛА, и заканчивая тугоплавкими, нейлонами, АБСами и даже гибкими флексами. Также хочу акцентировать ваше внимание на том, что данная голова интересна не только своими техническими характеристиками, но и тем, что она достаточно компактная, удобная, не урезает область печати, сделана из достаточно прочного и высокотемпературного поликарбоната. При этом очень удобная в техобслуживании. При необходимости ее можно всегда отщелкнуть, снять и поставить другую. Особенно это будет интересно тем ребятам, кто работает на потоке, чтобы не тратить драгоценное время. Ну и, конечно, за счет использования редуктора и круглого легкого мотора мы получили вес на 200 грамм меньше. А значит, можем печатать на больших скоростях, ускорениях и джерках. В целом, работой данного девайса я остался доволен. Надеюсь, и вам тоже понравилось это видео. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ссылочку на замечательный девайс скину под видео в описании. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.